Известность и славу Ксении Бородиной принес скандальный телепроект «Дом-2», заведующей которого она является уже на протяжении 16 лет. Однако это не единственный источник ее заработка. Мы провели расследование и разобрались, из чего складываются доходы одной из самых популярных звезд российского шоу-бизнеса и сколько зарабатывает Ксения. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Ксения Бородина и сколько она зарабатывает. Ксения родилась 8 марта 1983 года в московской состоятельной семье Инны и Кима Амоевых. Спустя год родители малышки развелись, и мама Ксении вскоре вышла замуж за итальянского архитектора и владельца строительной компании. Оставив маленькую дочь на попечении своих родителей, женщина уехала к супругу на Капри. Ксюшу воспитывали бабушка Галина Ивановна и дедушка Булат Белялович. Раз в году Ксения гостила у мамы в Италии. Та водила ее на экскурсии и покупала красивые и дорогие вещи. Когда пришло время отправляться в школу, девочка уже бегло общалась на итальянском языке. Когда Ксении исполнилось 16 лет, ей неожиданно позвонил ее родной отец и предложил встретиться. Ксюша отменила празднование дня рождения в кругу друзей и помчалась навстречу. Но отец так и не появился. Горькое разочарование подвигло ее сменить фамилию Амоева на мамину девичью. Так она стала Бородиной. В старших классах Ксения училась в частном лицее с углубленным изучением иностранных языков, а после его окончания отправилась в Англию, чтобы стать ученицей школы по изучению иностранных языков. Однако проучиться там Бородина смогла только 3 месяца. В Москве ее ждал мальчик Саша, первая любовь. Ксения оставила учебу в Англии и вернулась в родную столицу. В 2004 году на телефон Бородиной раздался судьбоносный звонок. Девушке сообщили об утверждении ее ведущей на телешоу «Дом-2», куда она незадолго до этого подавала заявку. Многим участникам шоу и телезрителям импонировала манера Бородиной, которая вполне органично освоила образ прораба на стройке. Она успешно мирила любимых и провоцировала разговоры между ними, избрав другую тактику, в отличие от Ксении Собчак, которая больше была провокатором на шоу. В 2007 году, благодаря опыту, полученному на шоу, Бородина написала книгу с говорящим названием «Дом-2. Законы любви». Ксения же со свойственной ей активностью в 2011 году появилась и в других крупных проектах на телевидении. Так ее можно было увидеть в 6-м сезоне «Танцев со звездами». В этом же году девушка порадовала своих поклонников новой книгой «Худеем с Ксенией Бородиной», где делилась собственным опытом в этом нелегком деле. Ксюша была и участницей 2-го сезона спортивно-экстремального шоу «Жестокие игры». 2 раза Ксения участвовала и в интеллектуально-развлекательной игре «Где логика?», сначала вместе с супругом, а затем с новой соведущей в «Доме-2» Ольгой Бузовой. В 2012 году интересным экспериментом стало для Бородиной в шоу «Перезагрузка». В течение года она вела передачу про девушек с трагическими событиями в личной жизни, помогая им обрести новый имидж и перезагрузиться. Имеется у Бородиной и небольшой опыт съемок в кино. В 2008 году в комедийной мелодраме «Заза» она сыграла Вику, подругу главного героя. А в 2011 году поклонники увидели Ксюшу в роли Анастасии Буровой в детективном сериале «Метод Лавровой». В нашумевших девчонках Ксения появилась в вполне привычном для себя амплуа – ведущей реалити-шоу «День со звездой». Также в 2014 году Бородина поучаствовала в съемках комедии «С 8 марта мужчины», перевоплотившись в сотрудницу научного центра Сколково. В 2005 году Ксюша познакомилась с предпринимателем Юрием Будаговым на съемках Comedy Club. Пара стала встречаться, в 2008 году состоялась их свадьба. Свадьба была скромной, а в ЗАГС Ксения надела вечернее платье золотистого оттенка вместо традиционного наряда невесты. Летом 2009 года в их семье появилась дочка, которую назвали Марией. Казалось, рождение ребенка сделает брак еще более крепким, но супруги расстались через 2 года после появления Маруси. Развод был скандальным, со взаимными обвинениями и претензиями. В 2013 году у Ксении появился новый бойфренд. Им стал очередной участник шоу «Дома-2» и, как выяснилось позже, находившийся под следствием полицейский Михаил Терехин. Телеведущая называла избранника любовью всей жизни, окунувшись в новые отношения с головой. Но в скором времени начались скандалы. Пара то расходилась, то снова сходилась и вскоре разошлась окончательно. Бородина обвинила Терехина в наплевательском отношении к ее дочке и назвала его закоренелым альфонсом.
2015 год в жизни Ксении принес новую любовь. На этот раз избранником стал дагестанский бизнесмен Курбан Омаров, чью фамилию теперь телеведущая носит официально, оставив старую исключительно для телевизионных проектов. Практически в канун 2016 года у Ксении и Курбана родилась дочь, которую назвали Тионой. В 2018 году Бородина рассказала подписчикам о приобретении загородного двухэтажного особняка в подмосковном поселке Павловы озера площадью около 200 квадратных метров. Дом поражает своей шикарной обстановкой. Начальная стоимость дома составляла 18 миллионов рублей. Приблизительно столько же было потрачено на ремонт и авторскую мебель. По данным Forbes, суммарный доход Ксении достиг отметки $800 тысяч. В 2018 году Ксения не попала в рейтинг 50 самых богатых знаменитостей, однако ее заработок по-прежнему является солидным. Ежемесячно Бородина получает от 300 до 500 тысяч рублей только за работу в проекте «Дом-2». Помимо «Дома-2», Ксюша выступает ведущей в шоу «Перезагрузка» и «Бородина против Бузовой». Эти два проекта приносят Бородиной не менее 1 миллиона рублей в месяц. Ксюша имеет немалую армию поклонников в сети Instagram. Количество ее подписчиков составляет более 16 миллионов человек. Стоимость одного рекламного объявления на ее странице составляет 250-300 тысяч рублей. А если в кадре появляются дети или ее муж, то стоимость возрастает на 50-100 тысяч рублей. Ксения Бородина часто получает приглашения на богатые вечеринки и светские тусовки. Чтобы получить звезду в качестве гостя клуба или корпоратива, необходимо заплатить ей гонорар в размере 2-3 тысяч долларов. А вот приглашение на частную тусовку или свадьбу будет стоить дороже – от 10 тысяч долларов. На телевидении активно транслируется рекламный бренд косметики Nivea с Бородиной, где можно увидеть не только саму Ксению, но и ее мужа. Суммарный доход от сотрудничества с торговой маркой составляет 15 миллионов рублей. Бородина попробовала свои силы в сфере предпринимательства. В 2008 году в сотрудничестве со стилистом Сергеем Зверевым Ксения открыла салон красоты Celebrity. В 2015-м Бородина создала сеть именных бьюти-студий. Услуги в таких салонах стоят недешево. Линия модной одежды Бородина Ксения, как говорит сама Бородина, это скорее для нее хобби, чем бизнес. Подтверждением ее слов выступают доступные цены на модные повседневные вещи. Детский клуб Take a Boom – развлекательный комплекс, на территории которого находится уютный семейный ресторанчик. В клубе действуют достаточно низкие для Москвы расценки. Час игры можно приобрести всего за 300 рублей, а целый день обойдется в 500 рублей, выходные – 950. По подсчетам, владение игровым клубом делает Ксению богаче на несколько миллионов рублей в год. И еще одно увлечение Ксении – современная танцевальная музыка. Располагая свободным временем, Бородина с удовольствием отправляется за диджейский пульт ночного клуба «Микзона». При этом зарабатывает она в роли диджея совсем немного – $700 за ночь с зажигательной музыкой. Высокий доход позволяет Ксении обеспечивать себе комфортную, а местами и откровенно роскошную жизнь. Ксения много путешествует по Европе, часто посещает модные показы в Париже или Милане. Во время таких путешествий гардероб знаменитостей пополняется уникальными вещами от лучших мировых дизайнеров. Ксения Бородина неравнодушна и к дорогим иномаркам. Она уверенно водит машину и даже неплохо разбирается в технических вопросах. Светская львица меняет автомобиль почти каждый год. В списке автопарка Ксении есть автомобили Honda Civic стоимостью 800 тысяч рублей. Audi Q7 белого цвета, салон которого отделан светло-натуральной кожей. Брутальный кроссовер BMW X5, цена такой модели доходит до 5 миллионов рублей. Последний внедорожник, который приобрела телезвезда, Mercedes G-Class. Новый гелик сегодня стоит свыше 11 миллионов рублей. В собственности у знаменитости также был внедорожник Range Rover, который, к сожалению, недолго прослужил своей хозяйке. На нем Ксения и ее водитель попали в аварию. В автопарке Ксении также имеется спортивный кроссовер Cayenne Turbo S от автобренда Porsche. Нам остается только порадоваться успехам Ксении Бородиной и пожелать ей новых эксклюзивных машин. Если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.